Давайте сравним доступность планеты Океан и планеты Марс, как площадок для колонизации. Идея колонизации состоит в том, чтобы выбранная среда позволяла выстроить на ее поверхности устойчивую экосистему. На текущий момент нерешенными остаются целый ряд научных и технических вопросов различного масштаба. Океаническая колония потребует создания новых материалов, чтобы конструкция гидрополиса не разрушалась под действием высокого давления в агрессивной морской среде. Марсианская колония потребует создания защиты от излучений, как во время перелета, так и на самой станции. Дорога на Марс в один конец может стоить жизни всем членам экипажа. Нет гарантий, что следующая экспедиция доберется до места без потерь. Обшивка корабля может заблокировать около 5% всего излучения, частицы солнечного ветра. От лучей высокой энергии это 95% практически невозможно защититься. Удобное время для перелета на Марс открывается один раз в 26 месяцев. Ясно, что марсианские колонисты не смогут рассчитывать на оперативную помощь Земли. В случае возникновения внештатной ситуации колонистам придется справляться своими силами, а масштаб и сложность происшествия невозможно предсказать. Даже беглое сравнение возможностей для колонизации показывает, что первичнее колонизация планеты Океан. Мы исследовали эту тему, и вот что у нас получилось. Представьте себя студентом. Вы поступаете в самый престижный колледж мира. Вам предлагают на выбор две опции карьерного роста. Первый вариант – марсианский муравейник из цилиндрических банок с ограниченным количеством свободы перемещения. А за окном пустыня, где сплошной желтой пеленой надвигается пылевая 100-дневная буря. Второй вариант – океанический гидрополис, муравейник из геодезических куполов с неограниченным количеством свободы перемещения, а за окном дивный подводный мир. Командировка на Марс может длиться 2 года. Как долго сотрудники марсианской станции смогут сохранять психическое здоровье? Колонизаторам придется каждый день бороться не только со своими психотическими расстройствами, но и с последствиями расстройств у коллег. Сложно судить, что они там построят. Профессор Ник Канас говорит, что когда Земля находится вне поля зрения в течение длительного времени, психология членов экипажа приводит к усилению чувства изоляции и тоски по дому. Марсианским колонистам придется полагаться на самих себя, потому что помощь с Земли придет только через несколько месяцев. Понимание этого может послужить дополнительным фактором усиления психических расстройств. В пользу колонизации Марса выступает весомый аргумент – это вклад в науку и технологическое развитие. Однако колонизация океана может оказаться даже более выгодной. Давайте разбираться. Будучи студентом, я бы выбрал глубоководный город русалок, так как дополнительно к ним семья, друзья и прежняя жизнь будут рядом. Глубоководные колонии безопаснее. Достичь подводного города в случае крайней необходимости легче, чем далекую деревню на Марсе. Чтобы колонизировать Марс или океан, нам потребуется решить 5 проблем: еда, энергия, вода, кислород и ресурсы. Давайте сравним, какая из представленных площадок предлагает больше возможностей. Океан – это безграничный источник еды на ближайшие сотни лет. Это миллионы тонн еды. На Марсе еды нет, так как марсианский грунт содержит 0,5% токсичного для людей и растений перхлората кальция. Океан обладает безграничной энергией, например, геотермальные источники. Энергия волн, энергия приливов, течений и температурного градиента морской воды. Солнечный свет на Марсе – неэффективный источник энергии. Здесь солнечное излучение в 2,5 раза слабее, чем на Земле. Длительные пылевые бури еще больше ухудшают возможности использования солнечного света, осложняя эксплуатацию ветровой эрозией и запылением солнечных батарей. Есть возможность использовать в качестве топлива порошковый алюминий. Это удобный вид горючего на Марсе. На Марсе возможна ядерная энергетика. Один промышленный подземный ядерный взрыв обеспечит марсианскую колонию дешевыми запасами кислорода, кремния и металлов в количестве более 10 тысяч тонн. Морская вода непригодна для питья из-за высокого содержания солей и минеральных веществ. Но с помощью технологии опреснения можно создавать необходимое количество пресной воды. Основной запас воды на Марсе сосредоточен в криосфере. Криосфера – это приповерхностный слой вечной мерзлоты. Запасы льда на Марсе, предположительно, составляют до 77 миллионов кубических километров. Также существует гипотеза, что под марсианскими полярными шапками могут существовать крупные реликтовые озера жидкой соленой воды.
Источников кислорода в океане два. Фотосинтезирующие водоросли, фитопланктон и кислород, растворенный в воде при взаимодействии с атмосферой. Весь растворенный в воде кислород находится в поверхностной структурной зоне. Содержание кислорода постепенно возрастает по направлению от экватора к полюсам. Кислорода на Марсе нет. В силу того, что гравитация в 2,5 раза слабее земной гравитации, атмосфера Марса насыщена тяжелыми газами. Углекислый газ – это основной компонент, 95%. Это единственный и наиболее устойчивый при низкой марсианской гравитации тяжелый газ. Также атмосфера Марса содержит азот, аргон, оксид углерода, метан и другие. Содержание H2O в атмосфере Марса примерно в 100-200 раз меньше, чем в атмосфере самых засушливых регионов Земли. Минеральные ресурсы Мирового океана включают углеводороды – это нефть и газ. Газовые гидраты – это соединение газа с водой, альтернативный источник природного газа, а также глубоководные твердые полезные ископаемые. И последний источник ресурсов – морская вода, которая содержит более 70 химических элементов. На Марсе из-за отсутствия свободного кислорода в атмосфере возможно наличие богатых месторождений самородных металлов – меди, железа, вольфрама, рения, урана, золота. Илон Маск говорит: «Я не думаю, что будет экономично добывать ресурсы на Марсе, а затем транспортировать их на Землю, потому что транспортные расходы превысят ценность всего, что вы добыли. Но вероятно, на Марсе будет много полезных ископаемых, полезных для поддержания марсианской колонии. Я думаю, что экономический обмен между базой на Марсе и Землей будет в основном в форме интеллектуальной собственности». По словам того же Илона, отправка 12 астронавтов на Марс будет стоить $10 миллиардов каждый. При этом ориентировочная стоимость японского проекта Ocean Spiral – $26 миллиардов. Как показывает более детальное рассмотрение двух потенциальных площадок для колонизации, глубоководная экспедиция является предпочтительнее, хотя по-прежнему остается сложной задачей. Основная причина, по которой мы еще не колонизировали планету Океан, заключается в том, что мы недостаточно мотивированы для этого. Рано или поздно наступит переломный момент, когда человечеству придется искать дополнительный дом. Колонизация океана – это естественный шаг, который мы должны сделать, прежде чем отправиться на холодный и негостеприимный Марс. Давайте немного отвлечемся и пофантазируем. Представьте, что в новостях сообщают о завершении строительства первого в мире глубоководного города. Как вы думаете, кто сможет попасть на борт этого судна? Уверен, что не каждый желающий, даже с учетом проблемы перенаселения. Представьте себя на месте обладателя крупного состояния. Вы успешный человек, подводный город дорого и безопасно, утопия интеллектуального меньшинства. Вы платите взнос и живете в таком вот комфортном городе, общаясь с такими же успешными людьми. Идеальная климатическая зона. Понятно же, что вы будете всеми силами отстаивать неприкосновенность личного комфорта. Первые подводные города будут не для всех. В тот день, когда Гидрополис объявит независимость, ничто уже не сможет остановить ее обитателей инвестировать огромные деньги в технологию сращивания мозга с компьютером. Наверняка вы слышали про Силиконовую долину. Так вот, подобного рода анклавы будут являться фактической властью будущего. Готовиться к такой реальности надо бы уже сегодня, но это тема для отдельного рассмотрения. Колонизация океана решает проблему перенаселения. Население мира достигло отметки в 7,5 миллиардов человек. С 1960 года население мира растет экспоненциально, примерно на 1 миллиард каждые 13 лет. Допустимая вместимость планеты предположительно 11 миллиардов человек. На пределе вместимости преждевременная смерть от голода и болезней уравновесит рождаемость. По данным ВОЗ, сегодня более 2 миллиардов человек не имеют доступа к питьевой воде, а 4,5 миллиарда не имеют доступа к современной медицине. По прогнозам ООН, к 2100 году население планеты может достигнуть отметки в 11 миллиардов человек. Колонизация океана – одно из решений проблемы перенаселения. Океаны покрывают 70% Земли. Если считать только экваториальные и субэкваториальные территории, то это миллионы квадратных километров для Атлантического и Тихого океанов. Мы можем увеличить ареал нашего обитания как минимум на 50%. Это решит проблему перенаселения на несколько поколений. К этому времени экспедиции на Марс уже станут нормой.
Колонизация океанов – дело выгодное, сложное и выполнимое. Есть еще много вопросов, на которые предстоит ответить. С какими политическими, моральными и социальными проблемами столкнутся жители подводного города? Кто будет управлять городом, человек или искусственный интеллект?